Далеко в одном из живописных уголков, где реки бегут, а природа полна удивительных созданий, жил житель маленькой деревни по имени Джунар. Этот человек всегда был любителем приключений и природы. Однажды он стал свидетелем необычного и волнующего события. Все началось с того, что Джунар услышал странные посторонние звуки, которые напоминали рев, но в то же время удивленная мысль не покидала его. Это был визг, сочетающийся с чем-то более тревожным. Звуки были таковыми, что казалось, будто какой-то большой и страшный зверь оказался в беде. Сначала Джунар решил, что, возможно, это просто звуки, создаваемые ветром или чем-то другим, но потом его инстинкты подсказывали ему: что-то действительно требует помощи. Желание помочь пробудило в Джунаре сопереживание, и он принял решение отправиться на поиски источника этих звуков без минутного колебания. Он торопливо направился в ту сторону, откуда доносились звуки, полон решимости выяснить, что происходит, и, возможно, оказать помощь. Оказавшись на месте, он наткнулся на огромную яму, словно созданную рукой человека, в которой лежал леопард. Это животное выглядело испуганным и измученным. Его взгляд был полон страха и отчаяния, словно оно ожидало, что окажется в ловушке на всю свою жизнь. В узком пространстве ямы, глубиной почти в 20 метров, леопард совершенно не смог бы выбраться самостоятельно. Местные власти, заботясь о своих сельских угодьях, устанавливали бетонные колодцы по всей округе. Но контроль за ними зачастую оставляли на плечи коренных жителей. Увы, как показывает практика, местные жители не всегда добросовестно подходят к этой ответственности, что и стало причиной столь печальной судьбы для многих диких животных. Проблема заключалась в том, что колодцы не имели крышек или защитных сеток, что делало их смертельными ловушками для обитателей дикой природы. Глядя на бедного леопарда, Джунар понимал, что в данной ситуации он был всего лишь жертвой невидимой человеческой ошибки. Обостряя свою мысль, Джунар вспомнил, что все эти рисовые плантации и сельское хозяйство вынуждают диких животных покинуть их привычные ареалы обитания и перемещаться к полям, что и приводит их к подобным трагедиям. Не имея выбора и столкнувшись с реальной угрозой своего существования, леопарды часто становятся жертвами таких ненадежных конструкций, не оставляющих им никакого шанса на спасение. В данный момент у лежавшего в яме леопарда была крайне непростая ситуация. Если бы уровень воды в колодце оказался выше, животное могло бы попросту утонуть. Эта мысль лишь подстегнула Джунара действовать быстрее. У Джунара возник вопрос: каким образом можно спасти леопарда из столь незавидного положения? Невозможно было полагаться на то, что зверь сможет выбраться своими силами. Его состояние ухудшалось с каждой минутой, и он уже периодически терял надежду на спасение. По мере того, как минуты превращались в часы, Джунар все больше осознавал, что не справится с задачей самостоятельно. В этот момент он решил обратиться за помощью к местным жителям, поскольку знал, что только коллективные усилия
могут привести к решению этой проблемы. Собравшись в его деревне, крестьяне охотно откликнулись на просьбу о помощи. Они понимали, что в этом случае необходимо действовать незамедлительно, поэтому быстро сообщили об этом местным спасателям. Реакция спасателей была мгновенной. Они приехали на место происшествия в считанные минуты, осознавая важность защиты дикой природы и необходимость оказания помощи беззащитному животному. Для начала спасатели решили создать импровизированную конструкцию, поэтому они принесли бамбуковые жерди, связанные между собой, которые выглядели как плоты. Эта конструкция позволила леопарду держаться на плаву и не утонуть, пока команды разрабатывали дальнейшие шаги спасения хищника. Но помимо опасений, связанных с уровнем воды, существовала еще одна важная проблема. Спасатели боялись, что леопард, будучи напуганным и в отчаянии, может броситься на них, когда они начнут его вытаскивать. Это был хищник с острыми зубами и сильными когтями, и непонятно, как он будет вести себя, когда почувствует угрозу. Когда подготовительные работы продолжались, спасательная команда пришла к выводу, что для успешного спасения необходимо опустить клетку, чтобы помочь леопарду выползти. Однако, как оказалось, процесс спуска клетки оказался более сложным, чем они предполагали. Во время спуска клетки возникли трудности. Конструкция начала раскачиваться и, к несчастью, столкнула леопарда в воду на тот момент, заставив его вновь потерять равновесие. Однако из последних сил леопард смог схватиться за плот и этим продлил свои страдания еще на некоторое время. Это было его время испытаний, полное страха и отчаянных попыток выбраться. С ходом времени, после некоторых сложностей и страху, спасатели, наконец, успешно спустили клетку в яму, и леопард, неподвижно оценивающий ситуацию, понимал, что ему некуда деваться. Хищник, наконец, осознал, что его единственным шансом на спасение была эта клетка, и с некоторой долей сопротивления он покорно забрался внутрь. Этот момент, когда леопард сдался обстоятельствам, был очень значимым. Спасатели с облегчением закрыли клетку, зная, что они наконец-то спасли животное и дали ему шанс на новую жизнь. Наконец-то леопард был свободен от своих мучений в яме. И в этом моменте радости невозможно было не отметить, насколько сообща действовали люди для спасения этого хищника. Местные журналисты прибыли на место, чтобы освещать это необычное событие. Каждый из них испытывал чувство гордости за гуманность, продемонстрированную даже в условиях риска. Безусловно, это была победа жизни, но также и день, когда следовало задуматься о гуманности к живым существам. Несмотря на риск, когда жители и местная служба спасения выступили единым фронтом для спасения леопарда, важно отметить, что в этом ужасном приключении хищник не сказал «спасибо» и не мог бы это сделать, ведь для него люди были просто некоторыми существами. Однако люди сделали выбор — обеспечить безопасность и защиту этому живому существу, прежде всего исходя из гуманитарных соображений, а не лишь из-за его хищнической природы. Это был поступок, который достоин уважения и признания. Но, несмотря на все усилия по спасению, печальной истиной остается тот факт, что подобные ситуации продолжают происходить.
К сожалению, на практике никакие ограждения не строятся, и дикие животные по-прежнему рискуют своей жизнью, запутываясь в ловушках. Разумное использование ресурсов, строительство надежных заболоченных конструкций и сотрудничество с местным населением — все это может быть решением проблемы, но пока этого не произошло, подобные печальные истории будут повторяться. Возможно, жители будущего все же поймут необходимость строительства ограждений для предотвращения попадания диких животных в капканы, создаваемые человеческими руками. В заключение хочу поблагодарить вас, дорогие зрители, за то, что просмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, вы вполне можете подписаться на наш канал и следить за другими интересными историями и видео, которые мы приготовили для вас. Всем хорошего дня! И пусть история с Джунаром и леопардом станет напоминанием о том, насколько важна наша связь с природой и ответственное отношение к окружающему миру.